ТВС на канале Технозон. Поехали. Технозон. И сразу же начнем с инвертора, который, бабам, мы делали, многие узнали, мы делали обзор на этот инвертор, и могу сказать сразу, с чистой синусоидой, давайте я так перемещу сюда, чтобы мне было немножко удобнее видеть. Давайте вот сразу мы его разберем. Достаточно интересный инвертор с чистой синусоидой, преобразовывает именно 12 вольт в 220 вольт, есть 24-вольтовый, есть 12-вольтовый, и часто продается он просто как OEM, либо часто продается как Chan Tower под брендом. Я вам объясню, это чистый синус, это его основная характеристика, у него есть конкретно экранчики, вот такие вот информативные, но я вам еще такое скажу, многие, кто ведутся, я, кстати, когда делал обзор, я показывал его реальную мощность, многие, кто ведутся на вот эти вот 5000 ватт, это пиковая, постоянная, будет всегда показана здесь маленькими буковками, называют, они пишут Continuous Power, и там идет, например, на 5000 ватт идет 2000, для модели 4000 ватт идет 1600, то есть никаких там 5 киловатт постоянных быть не может, потому что с 12 вольт, ну, точно 5 киловатт постоянно не обеспечить. Это пиковая мощность там на пару секунд, которая может выдержать там доли секунды для пуска двигателя, например. Из плюсов цена. Одно из самых доступных решений, именно мощных решений на рынке для получения чистого синуса. Брендовые аналоги стоят конкретно дороже, при том, что это честное. Из того, что нужно обращать внимание при заказе, нужно смотреть на вольтаж. Если у вас 24-вольтовая батарея, берем 24 вольта, если 12-вольтовая 12 вольт. И обязательно берем 50 Гц, потому что в нашей сети нет 60 Гц или нет 110 вольт 60 Гц, иначе вам потребуется еще отдельный инвертор. Либо преобразовать. Охлаждение есть, но охлаждение работает немножко активно. Из недостатков чуть-чуть завышенные характеристики. По сути, ну, они не завышенные, они просто написаны по-хитрому, понимаете? Комплектные провода, их сразу на выброс. Они тонкие, крокодилы тоже некачественные, и при высокой нагрузке они греются. По сути, создают просадку в напряжении. Туда провода сразу же меняем. Компонентная база бюджетная, нет сложных систем защиты, хотя базовые системы защиты имеются. И КПД, конечно, у таких вот не самых дорогих и не самых, ну, это достаточно качественных, не самых дорогих и топовых моделей, оно немножечко ниже, чем у, допустим, топовых моделей. Стоит ли брать? Да, если вам нужно запитать котел отопления, если нужно запитать насос, ноутбук, освещение или там роутеры, пойдет. Нет, если вы подключаете электроинструмент мощный какой-то, там болгарки, сварку, строительные фены и тому подобное, либо очень мощные какие-то приборы, конечно же, не подходит. Теперь дальше. Две модели, ну здесь почему две страницы, покупали на двух страницах. Да, я же вам не показал. Вот смотрите. Дело в том, что есть вот прямо у меня продажи за декабрь-январь, вот начиная там с 1, это до 16 я выгружал, в принципе, и анализировали мы где-то неделю, мы выборку делали, тут тысячи продаж, когда совершили продажу, какой товар, ссылка на товар, по какой цене он был. У меня есть полная выборка, за 2 месяца я, короче, так заморочился, я вам серьезно говорю, есть страна отправки, а есть, вот, есть страна покупатель, в основном основной потребитель сейчас Украина, только единичные там какие-то, Япония, это по энергетическому оборудованию. Просто-напросто задолбались это все. Есть время покупки, есть время доставки, даже время оплаты есть. То есть все эти данные у меня есть. Но у нас дальше пошли, очень часто покупают вот такой вот инвертор EASUN. EASUN или EASUN 4,2 киловатта он есть, 24-вольтовая архитектура, и 6,2 киловатта, тоже 48-вольтовая архитектура. Это гибридный солнечный инвертор, все в одном, гораздо более серьезное устройство, чем простой автомобильный инвертор, конечно же. Он преобразует либо с 12 вольт, либо с 20, либо 40 вольт, но 12-вольтовые уже раскупили и забыли, были такие 2,2 киловатта, уже остались 48 и 24, но их все равно активно покупают. Содержит в себе MPPT контроллер, заряжает аккумуляторы от солнечных панелей, есть ИБС, ну, есть ИБП с UPS, конечно же, и тут уже там у нас до 450 вольт и до 500 вольт MPPT контроллер, можно подключать последовательно
скажем так, солнечные панели. И, чтобы вы понимали, от версии 4,2 киловатта у него есть режим работы без аккумулятора. То есть он может питать напрямую, скажем так, от солнечных панелей дом. Классно, круто, но есть недостатки. Шум иногда очень критичный. Главная жалоба пользователей данных power-станций: охлаждение очень активно, вентиляторы работают, охлаждается хорошо, громко, вот примерно как фен или сервер. Это если вот он там куда-то заряжает там сильно или сильно разряжается, именно сильно берет. Спать в одной комнате с этим точно вы не сможете. Собственное потребление от 40 до 60 ватт. Сразу говорю, быстро разрядит аккумулятор, если 12-вольтовый брать, ну 4,2 киловатта, допустим, или 6,2 нормально, если у вас там нормальные аккумы, у него просто-напросто ток холостого хода от 40 до 80 ватт. Если у вас просто стоит и нет потребления никакого, то сожрет сам себя достаточно быстро. Ну и, конечно же, качество сборки — это Yasun, бюджетный Китай, это часто копия Valtronic. Очень известные бывают проблемы с прошивками, ну, или выгорание транзисторов при очень каких-то, при резких скачках нагрузки. Но это очень крайне редкий момент. И есть еще один момент: MPPT контроллер нужно, чтобы было хотя бы 120 вольт. Это значит, что одной или двух солнечных панелей будет ему маловато. Нужно минимум 4-5 штук, соединенных последовательно, чтобы он проснулся. Также покупают люди аккумуляторы этой конторы. А следующий товар, который обычно покупают украинцы на текущий момент, это 12-вольтовые аккумуляторы от той же компании Yasun. Я вам скажу, это классический пример китайского народного сегмента, то есть дешевле, чем топ-бренды по типу Pilontech, Victron, Redodo и тому подобные, но есть и вот свои нюансы у него. Поскольку мы уже видели с вами инверторы Yasun, этот аккумулятор зачастую берут для сборки именно с ними. Но дело в том, что сейчас 12-вольтовые раскупили, остались только 12-вольтовые аккумуляторы, но сам факт, их покупают и для других инверторов. Вообще дешевизну этого аккумулятора выдает еще и то, что у него цельный пластиковый корпус, который обычно не разбирается, при том, что у него стоят призматические ячейки, они надежнее, чем пакетики. А вот из минусов производитель заявляет, хотя грейд А, зачастую туда в бюджетный сегмент попадает грейд Б. Это ячейки завода, которые не прошли строгий отбор для электромобилей, именно строгий отбор качества для электромобилей, но отличные для домашних станций. По сути, они выдают заявленную емкость, но ресурс может быть, например, не 6 тысяч циклов, а, например, там 3-4 тысячи циклов. Но при этом это все равно очень много для такого рода аккумуляторов. Ну, давайте я вам сейчас покажу тут. Вот они так выглядят, и их тут используют и в системах солнечных батарей, а вот их характеристики поближе. Дело в том, что здесь еще стоят, само собой, BMS батареи, так как это литий железофосфат, при том, что здесь зачастую используют либо Daily, либо JBD, очень известные BMS-контроллеры. Они защищают от перезаряда, переразряда, от короткого замыкания. И важно, объясню вам. Дело в том, что ток обычно равен емкости для моделей 100 ампер-часов. Это значит, что с батареи 24 вольта 100 ампер можно получить максимум 2,4-2,5 киловатта. И если, или, допустим, для 12 вольт можно получить 1,2 киловатта, 1200 ватт. И если включить моментально, допустим, там несколько приборов, то он уйдет в защиту, и выключится, если вы превысите, допустим, номинальные показатели данного аккумулятора. BMS в данном аккумуляторе не даст взять больше. Одно из самых дешевых решений для взрослой какой-то емкости, то есть можно собирать из их подключать параллельно, последовательно, набирать либо амперы, либо вольтаж, это все делается, все хорошо. И при том, что даже на YouTube есть тесты очень именитых YouTube каналов, где они показывают реальную емкость. Но есть у таких аккумуляторов и недостатки. Датчик холода. Датчик холода у них зачастую даже не прикреплен к батарее, он просто заброшен куда-то в сам корпус, лежит где-то внизу и может не прикасаться вообще к батарее. На холоде он может не остановить заряд, и вы по сути можете убить батарею сразу, потому что литий железофосфат ниже 0 и ниже, это уже все практически для нее 0. Практически для нее смерть. Неразборной корпус, отсутствие связи с инвертором, имеется в виду, что по сути
в нем нет коммуникации CAN и RS-485, и он заряжается вслепую, по сути, допустим, тот же самый инвертор, либо, допустим, зарядник, они заряжают по вольтажу, то есть нет у него связи через CAN-шины. Но при этом, стоит ли брать, если бюджет ограничен? Да, стоит. И если не планируете ставить в свой гараж, там, где холодно, или, допустим, нужно снимать большие токи, то это, не про этот аккумулятор. Лучше брать уже какую-нибудь 48-вольтовую систему. Кстати, аккумуляторы эти берут разные и много. У меня аж 3 ссылки разных, откуда эти аккумуляторы покупали. Power-станция. Да, даже Power-станции заказывают с AliExpress. Есть такая Sitolity AP1000 Power-станция. Она сейчас чуть-чуть подвзорвала интернет тем, что она отправляется из Польши, в Украине ее получают достаточно быстро, есть 2 киловаттная за $776, и я вам скажу, меня все спрашивали, что это за Power станция. Такая же Power станция продается под брендами Юапов, Аферай и Аскал. По сути, она имеет 2 киловатта емкости, 2,4 киловатта мощности, при этом целые, при этом честные, и это полный аналог Юапов AP2000, близкий родственник Okitel P2001 и Aferai 2001A, очень похожая начинка, но чуть другой корпус, и младшая версия Askal Power Max, по сути, это тот же самый Sitolity AP1000. Тип батареи: литий железофосфат, за 1,5-2 часа набирает полную емкость. Есть режим ИБП, давайте вот найду вам 2 киловаттную, потому что она только сейчас есть у нас, не у нас, а у продавца в наличии. Есть у них BMS, есть 10-миллисекундный УПС, и его плюс — это, конечно же, цена на 30-40% дешевле, чем у аналогов, например, EcoFlow Delta 2, Blue Yeti XC200. Но есть и минусы. Шум вентиляторов. Шум вентиляторов достаточно силен. Проблемы с холодом. Если вы заряжаете станцию, допустим, в холодном помещении, там около 0 градусов, может уйти в защиту. В принципе, любая станция так уйдет в защиту. Однако это еще может отказаться включаться. Вот это плохо. Иногда кривой софт, саморазряд. Инвертор, если вы забыли выключить пауэрстанцию, она не нагружена и не заряжается, инвертор может высадить пауэрстанцию за 2-3 дня практически в ноль. Ну и вес 23 килограмма практически это AP2000, если AP1000 вам удастся найти, то она весит около 14 килограмм. Я вам скажу, немало для пауэрстанции. Позитив. Люди довольны. Мы смотрели, читали отзывы. Люди довольны. Если брать по Aferai, я использовал Aferai и знаю, что это такое. В принципе, платформа достаточно удачная, несмотря на те детские болячки, которые есть. А следующее, это у нас Ugreen Nexot 200 Вт. Его покупают прям очень активно. Вот после вот этих всех девайсов, которые я вам показал, он прям расходится как горячие пирожки. И вот про него я мог бы много рассказывать, кроме того, что у меня там есть Power Delivery 3.1, я делал на него обзор, а вообще я делал обзор на всю линейку. На всю линейку вот этих вот нексодовых, югриновских пауэрбанков. Он может питать 140 ватт ноутбук с одного порта. Вот это немаловажный аспект. И есть 25 тысяч мА, 20 тысяч мА. Мы сделали все тесты, он реально честный по емкости и по мощности. И здесь вот, кроме всех этих слов, я советую пойти и посмотреть наш обзор. Но ссылки и на обзор, и на PowerStand, и на Powerbank в описании под видео. А вот это уже серьезный, очень серьезный момент. Вы видите здесь за $925 48 вольт, 5 киловатт, 100 ампер-часов. 4,8 киловатт по сути батарея. Можно взять 48 вольт 6 киловатт, там 7 киловатт, 10 и 15. Это максимально. И чтобы вы понимали, ну это по сути 15 киловатт энергии в одном блоке. Вы понимаете, что это такое в одной коробке? На картинке по сути у нас изображен серверный литий-железофосфатный аккумулятор, так называемый Rack Mount Battery с номиналом 48 вольт 300 ампер-часов. Есть вот 100 ампер-часов, есть 300 ампер-часов. Чаще всего такие батареи продаются под брендом TZ Power и EL Battery или EL Battery, по-разному читаются. Также Base Green они бывают, и бывают иногда без бренда, вообще просто как OEM продаются. Возможность параллельного подключения до 32 штук, и тут уже начинается интересное.
Внутри, по сути, находятся призматические ячейки. Вообще, кроме 300 ампер, да, как там они выдают 300 ампер часов, это может быть 280 ампер. Иногда китайцы завышают. Скорее всего, это производители ячеек IF или CATL. BMS заявлено 200 ампер часов. Это значит, что батарея может непрерывно отдавать 10 киловатт мощности. Можно включать электроплиту, бойлер, чайник одновременно. Ну и есть, конечно же, для связи порты CAN RS485, и тут как бы вообще все очень прикольно. Классно, что есть масштабируемость, классно, что долговечный литий железофосфат, классная цена за киловатт емкости порядка $100-130. Ну, например, за пауэр-станцию за 1 киловатт емкости вы платите от 400 до там 750. Но там надо учитывать, что там есть и инвертор, и блоки, и все в одном, да. Но здесь есть сюрприз, вес. Главный сюрприз для новичков: такая батарея на 300 ампер часов может весить от 100 до 120 килограмм. Ее невозможно поднять в одиночку. И я вам скажу, если планируете покупать вот такие батареи, там если вот на 5 киловатт, да, там 100 ампер часов, то задайте вопрос продавцу, какой стоит BMS. Если стоит Seplos, берите смело. Если стоит, допустим, JBD, тоже можно. Там, кстати, даже Bluetooth есть и приложение для телефона. Если стоит там Our Own Brand там, или Factory Own Brand, нафиг, не рискуйте. Фигня может быть с кучей глюков и подключений, и вообще возможностью подключения к конвертерам. Следующий у нас это инвертор JSD Solar 4 киловатта и 6,5 киловатт с Wi-Fi 220-240 вольт, но это классический китайский инвертор, который является практически полным аналогом или клоном Yasun. Вот таким вот. То есть ничего тут такого супер там серьезного нет. 24-вольтовая, 48-вольтовая архитектуры, 4000 ватт здесь, 6,5 здесь. И это все честные киловатты, допустим 6,5 и 4. Солнечное поле до 5 киловатт, здесь до 6, от 6,5 до 8 киловатт. При том, что они поддерживают работу без аккумулятора. Высоковольтный вот этот MPPT контроллер до 500 вольт, который позволяет последовательно подключать батареи, солнечные панельки. Ну и из минусов те же самые. Потребление самого себя 40-70 ватт в час, шум вентиляторов. И по сути это даже не завод-изготовитель. JSD Solar это клон клона. Это торговая марка от известного клона. Вот, знаете, которая с известного клона уже содрали. Но неплохо, все равно можно брать. А вот что можно еще брать? Здесь есть одна батарея, которая максимальная там 300 ампер часов. Вот она там, вот 24 вольта, 340 ампер часов, например. Тут несколько товаров. Мы говорим сейчас о том, что покупали конкретно. Покупают под инверторы с 24-вольтовой архитектуры. Но я вам объясняю. Смотрите, Лейху это не завод-производитель, опять же, это марка торговая. Выпускаются данные батареи, это одна база, TZ Power, один из самых популярных клонов, Base Green, Kepford, Papol, GTK и знаете, что еще было? Литакала, но там, по-моему, качество ячеек хуже. Вот насколько я помню, очень плохо помню Литакала, но помню, что прям вот одна и та же платформа. Смотрите, огромная емкость, заявлена 340 ампер, очень много для 24-вольтовой сборки. В одном корпусе вы получаете почти 9 киловатт. Этого хватит, чтобы питать небольшой дом почти сутки. Все классно. Наличие Bluetooth, металлический корпус, но тут есть еще один момент. Все, этот вес. Если брать вот такие вот версии там на 340 ампер часов, ну, допустим, даже 200 ампер часов будет весить, ни хрена себе, чтобы вы понимали, 340 ампер часов весит порядка 48 килограмм, плюс корпус и шины, итоговый вес будет 55-60 килограмм. 340 ампер часов зачастую это реальных 304-320 максимум. Китайцы любят приврать, поэтому итог брать, если контроллер, если BMS и GBD стоит брать. Если вы спросите, а вам скажут опять Our Own Brand, нафиг. Теперь дальше. Honor 10,2 киловатта, есть 6,2 киловатта, есть 4,2 киловатта. Это гибридный инвертор, очень прикольно. Это, пожалуй, на сегодня самый популярный инвертор, старший брат тех, которые мы видели. И здесь
Опять же, те же самые шум, тот же самый саможор и глюк плавающего нуля. Поэтому нужно очень аккуратно к этому инвертору относиться. Есть некоторые моменты, но, в принципе, перезагрузка все решает. Внутри стоят мощные вентиляторы, действительно очень-очень большой шум. LED-подсветка на 6,2 киловатта до 120 ампер, на 10,2 киловатта до 160-180 ампер. И в принципе неплохо. Неплохо, его неплохо, кстати, ставить с этими аккумуляторами Powerhouse, либо Teze, будет работать. Хотя я вам скажу, обыкновенный ширпотреб, откровенно говоря. Это неплохое слово, кстати, это товар широкого потребления. Вот здесь вот у нас ячейки отдельные. Я не советую брать, их очень часто покупают для сборок домашних пауэрстанций, для сборок, в принципе, каких-то систем бесперебойного питания. Это не готовое решение, если вы не знаете, что с этим делать. Если вы не знаете, как это монтировать. Для них нужно покупать BMS-контроллер. Продавец пишет 360 ампер-часов, допустим, в максимальной версии, да, это 16 ячеек. Но дело в том, что все знают, что стандартных ячеек в такой емкости не существует. Скорее всего, это ячейки и в какие-нибудь MB31 на 314 ампер-часов или Cattle на 320, на которые наклеить красивую этикетку, там 360 ампер-часов для маркетинга. Да. Реально емкость будет 310-320 ампер-часов. Но это все равно очень много, но не ждите заявленных там 360 в максимальном исполнении, как и здесь, в принципе, да, там они понаклеивали и все. Преимущество, ну, цена за киловатт действительно дешевая, огромная емкость, но это конструктор сделай сам. Обязательно BMS докупать, нужно соединять шинами, нужно делать стяжку, и вот зачастую на AliExpress всегда продаются Grade B. Grade A не выкладывают на AliExpress, Grade A идет на производство электромобилей. Итог, брать или нет? Брать. Неплохо для самосбора, но не более. А вот этот вот инвертор, он очень крутой с функцией Two-Way Load Output. Я вам объясню, что это такое. Есть 4,2, 6,2 киловатта, 40-вольтовые, 48-вольтовые, 24-вольтовые архитектуры, но здесь есть два выхода 220. Один основной, второй вторичный. Второй вторичный может отключаться от просадки вольтажа в зависимости от настройки. Если вы в первый можете включить жизненно необходимые допустим, жизненно необходимые какие-то приборы, во второй вы можете включить вторичные приборы, и при просадке аккумулятора он будет отключать второй порт. Это очень классная опция, то есть он может отрубать автоматически пожиратели энергии, и он отрубает, допустим, чтобы сохранить остаток заряда и света при определенном нет света, вы там понимаете, что там просело до определенного, там раз оно отрубило, и вы растягиваете этот заряд. При том, что он выдает честную мощность, опять же, MPPT инвертор для солнышка 500 вольт, можно параллельно подключать, можно соединить 10-12 панелей последовательно, и цена у него действительно пониже, чем у конкурентов с такими функциями. Но при этом, опять же, шум, это не для жилых комнат. Бывает такое, что залипает вентилятор, либо неправильно считает проценты заряда программное обеспечение, но это все обычно тоже лечится обыкновенной перезагрузкой. Можно брать за такую цену с dual output, будет найти что-то тяжело. А вот этот вот инвертор я не совсем советую брать, потому что если в случае с первым инвертором у нас заявлено, например, на 5000 ватт реальных там 2000 повторяющихся, то здесь у нас любители маркетинга пишут, что там, например, на 7000 ватт у нас будет 3,5, ну или, допустим, на 3,5 киловатта. Каким образом они собираются выжать это с 12-вольтовой архитектуры, честно говоря, не знаю. То есть, если вот брать, вот смотрите, там 6000, у него 3,5 киловатта повторяющихся. Ну, это, по сути, 290 ампер. С учетом КПД и потерь это будет 320 ампер. Это... Бля-муха, откуда они такой аккумулятор возьмут? Что они собираются с этим делать? Ну, это реально очень много для 12-вольтовой архитектуры, и зачастую оно просто либо расплавится, либо загорится через минуту, если вы включите нагрузку 3 киловатта. Изоляция на проводах просто расплавится нахрен. Поэтому не сильно я люблю эти инверторы, у них комплектные провода полная гуана. Обычно сразу в мусор, шумный, низкий КПД, и качество сборки внутри оно
не супер. И обычно не рекомендуют нагружать больше 50% заявленного. Следующий, это достаточно известный инвертор, это бренд Faval, да, он обычно продается, но они здесь не пишут повторяющуюся мощность, хотя его можно брать, он чистую, опять же, имеет чистую синусоиду, но для модели, например, 2,6 киловатта, там будет мощность реально около 1,3. Или там для 2200 будет реально 1100 повторяющих, либо для 1500 будет 750. То есть они тут, конечно, приврали, как могли, и повторяющуюся они не пишут тут сколько, да, вот там, ну, чистая синусоида, классно, 2600 ватт. А сколько повторяющиеся? 1300. И при том, что, видите, они выдают там новая и старая модели отправляются рандомно. То есть в старых там были определенные проблемы, какая из них к вам приедет, вы знать не знаете. Поэтому нафига оно вам надо тоже. Не очень советую покупать такие. Да, они будут работать, не очень советую. Ну, Анкер, блин, покупают пауэрбанки хорошо, но их давным-давно раскупили. Аккумулятор есть еще. Это один из самых дешевых аккумуляторов литий железофосфата, но 50 ампер часов. Для чего он может подойти? По сути, там всего 640 ватт-часов энергии. И это примерно 2,5 часа меньше, 2,5 раза меньше, чем на 100 амперном, да, аккумуляторе. Это как большой пауэрбанк весом 5-6 килограмм. Очень PowerMR классный, кстати, бренд, именитый бренд. Для чего может подойти? Для, например, там, для питания, резерв для интернета, куда-то на рыбалку выехать, детские электромобили, апгрейд старого ИБП, ну, как серьезную альтернативу, допустим, полного бэкапа, ну, я бы не рассматривал. Это такой детские батарейки на 600, ну, вот, кстати, они, кстати, тоже пишут 640 ватт-часов. Если вам нужен вечный аккумулятор для роутера, освещения на балконе, то он будет вечно работать. Если нет, в противном случае не берите. Кстати, некоторые умудряются еще и Allpowers R1500 Lite заказывать на Алиэкспрессе, но это уже совсем трэш. Почему? Потому что тот же самый Allpowers есть в наличии, ну, сейчас он не в наличии, ждет Allpowers его с середины февраля, хотя, скорее всего, вы уже смотрите, он уже есть в наличии. С промокодом Технозон, ссылки тоже закинул в описании под видео, будет вам дешевле, чем на Алиэкспрессе, с быстрее доставкой, при том, что здесь ЕУ нету, многие рискуют, некоторые получают 110 вольт на Алиэкспрессе, ну, такое себе решение, пауэр-станции, ну, вот эту можно еще покупать, она из Европы идет, вот это еще как-то на Алиэкспрессе можно там чего-то брать. В остальном все, такие товары покупают, давайте обсуждать в комментариях, ссылки в описании под видео.